Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, уделим внимание народным приметам на 13 января. В этом видео поговорим о том, что можно делать в этот день, чего категорически нельзя делать 13 января, а также какой сегодня праздник по народному календарю. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. 13 января православная церковь почитает святую Миланию-младшую. Это была дочь сенатора Валерия Публиколы. К христианству ее привела бабушка по отцу Милания-старшая, которая после смерти супруга дала обет целомудрия и раздала свои богатства нищим и вела аскетический образ жизни. Отец видел в дочери наследницу, и когда той исполнилось 14 лет, выдал ее насильно замуж за богатого юношу Апиниана. Девушка умоляла супруга жить в непорочности, но под влиянием родителям он настоял на рождении детей, чтобы продолжить род. Первой у Милании родилась дочь, которая умерла через несколько лет после рождения. Вторым ребенком был мальчик, который умер сразу после родов. После случившегося Милания сильно заболела. Супруг, видя ее страдания, пообещал Господу Богу дать обет целомудрия, если она выздоровеет. Милания чудесным образом исцелилась, и Апиниан исполнил свое обещание. Через несколько лет отец Милании сильно заболел и понял, что дни его сочтены. Он позвал к себе дочь и на смертном одре просил прощения за свои поступки, умоляя молиться за него. После смерти отца Милания с супругом продали свое имение в Италии и уехали в Северную Африку. На вырученные от продажи деньги они помогли многим бедным и больным, давали деньги на восстановление церквей. В 417 году Милания вместе с супругом и матерью переезжают в Палестину. Святая прожила там 22 года. Чувствуя приближение кончины, Милания едет в Вифлеем, где принимает участие в рождественской службе. Умерла она 31 декабря, при этом перед своей кончиной сказала следующие слова: «Как угодно было Господу, так и сделалось». 13 января проходит отдание праздника Рождества Христова. Отдание праздника – это последний день по празднеству Рождества, то есть праздничного периода, который длился после Рождества Христова. Это последний день данного периода, после которого начинаются новые праздники. В частности, на следующий день, 14 января, отмечается великий праздник Обрезания Господня. А вот в народном календаре 13 января этот день назвали как Васильев вечер, когда шла подготовка к празднованию Старого Нового года и встрече к гостям-колядовщикам. Другое название этого дня – Маланины сборы, День Маланьи или Щедрый вечер. Хозяйки готовят в этот день, 13 января, праздничный ужин, который в народе называли щедрым, потому что блюда не были постными. К столу подавали колбасу, ветчину и студень. Традиция праздновать Старый Новый год возникла в результате перехода на Григорианский календарь. В 1582 году Папа Римский Григорий XIII ввел новый календарь, который был более точным, чем юлианский. Новый год по Григорианскому календарю стал праздноваться 1 января, а предыдущую дату этого праздника, 14 января, назвали Старым Новым годом. Со временем Григорианский календарь принял весь мир, но православная церковь не согласилась на изменения, чтобы не нарушать традиции. Расхождение между юлианским и григорианским календарем составляет 13 дней. Таким образом, Старый Новый год – это не отдельный праздник, а продолжение Нового года, который празднуется по юлианскому календарю.
Старый Новый год – это еще и праздник между двумя большими церковными праздниками. 13 января отмечается День памяти преподобной Мелании в народе Маланки, а 14 января – это обрезание Господня и День памяти Василия Великого в народе праздник Василия или Васильев день. Праздники Маланки и Василия имеют большое значение для людей, потому что с ним связаны многие традиции и народные приметы. Главная традиция – праздновать щедрый вечер 13 января на Маланку накануне Святого Василия. Главными на столе должны были быть блюда из свинины. И выбор данного вида мяса связан с тем, что святитель Василий Кесарийский считается покровителем свиноводов. Это предвещает прибыль, богатство, плодородие и хороший урожай. Богатый стол должен принести и достаток в дом. Хозяева старались заставить его самыми лучшими блюдами в большом количестве, чтобы хватило не только им самим, но также и всем гостям, которые могут заглянуть на праздник. Главное блюдо щедрого вечера – это была щедрая кутья. В нее уже можно добавлять сливочное масло и даже немножечко коньяка, ведь уже не нужно соблюдать пост. После щедрого ужина девушки собирались группами и гадали на судьбу и на будущего жениха. Еще одна народная традиция в канун Дня Василия – это щедрование. Чаще всего дети и молодежь вечером 13 января собирались компаниями и ходили от дома к дому, чтобы щедровать. За хорошее исполнение щедровок гости получали от хозяев деньги или какие-то гостинцы. Но главная цель щедрования была в другом. Щедровки на Старый Новый год обычно желали здоровья и достатка. Если в доме на щедрый вечер щедровали, то это говорило о том, что год будет удачным. Щедрование часто сопровождалось определенными ритуальными действиями и обрядовыми играми. 14 января в полночь наступает Старый Новый год и праздник Василия. А здесь уже с раннего утра мальчики и парни ходили по соседям и посевали. Считается, что если в доме хотя бы один раз не посеять зерном, год будет неудачным. По народному поверью, на Старый Новый год в дом первым должен был войти мужчина, тогда всех его жителей ждет удача. Но, конечно же, хозяйки 13 января с самого утра готовили множество вкусных блюд. Считалось, что щедрый стол обеспечит хозяевам дома достаток на весь год. Приходящих знакомых и соседей обязательно угощали пирогами и блюдами из свинины. Днем верующие шли в церковь, чтобы помолиться святой Мелании, а вечером устраивали шумные гуляния. В полночь с деревьев стряхивали снег. Делали это для того, чтобы был хороший урожай фруктов. На щедрый вечер ворожили и верили, что все предсказания правдивые. Особенно были популярны девичьи гадания на суженого. Существовало поверье, что в этот день ведьмы воруют месяц, чтобы люди не видели гуляющей по улицам нечистой силы. Также распространено было приготовление и каши на щедрый вечер. Варить ее начинали еще на рассвете. Хозяйки доставали чугунок из печи и говорили определенные слова, а потом смотрели, сколько каши в чугунке. Если он полный, то это говорило о том, что год будет удачным. А вот неполный сосуд каши сулил потери и разочарования. Если горшок треснул, то это говорило о том, что быть беде. Многие люди и по сей день считают 13 число несчастливым, поэтому в этот день наши предки старались не начинать новых дел, полагая, что они обречены на неудачу. Также этот день считался самым удачным и для гаданий. Люди верили, что то, что нагадают на Василия, обязательно сбудется. Чаще всего именно сегодня девушки гадали на будущего жениха. Верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться святому Василию, а затем собирались семьями за щедрым столом. В Старый Новый год существовало немало разных интересных народных примет.
примет. Так, в некоторых селениях по сей день в ночь с 13 на 14 января сжигают старую одежду и обязательно надевают новую, что символизирует начало новой и хорошей жизни. Сохранился обряд и 14 января, когда хозяйки с 3 зажженными свечами обходили весь дом по часовой стрелке и крестились. Это считалось, что так оградит дом от всех бед. Ну а мужчины-хозяева в этот день топором не сильно стучали по порогу дома, приговаривая следующие слова: «Жизнь, здоровье, хлеб». У молодежи бытовала другая традиция, связанная с сердечными делами. К примеру, ранее отвергнутый парень мог попытать свое счастье в любви еще раз и предложить девушке руку и сердце. Также в этот день распространено было сватовство. И считалось, что если заключить помолвку 13 января, значит брак будет удачным. Конечно же, в народных поверьях Старый Новый год связан и с другими приметами, которые гласят, что в канун праздника нельзя произносить цифру 13, а 14 января не считают мелочь. В противном случае год будет плаксивым. Также нельзя выносить мусор, иначе вместе с ним из дома вынесете счастье. Также в этот день, 13 января, наши предки обращали внимание на погоду. Если ночью на небе много звезд, то будет хороший урожай ягод. Ну а снег в этот день сулил урожайный год. Если погода теплая, то лето будет дождливым. Много инея на деревьях к хорошему сбору меда и урожаю зерновых культур. Обледенение на деревьях к урожаю овощей. Оттепель к дождливому лету. Ну а если вьюга, то это к богатому урожаю орехов. Если ночь ясная и звездная, то люди будут здоровы и счастливы. Ну а если вы заболели на Старый Новый год, то это дурная примета, говорящая о том, что выздоравливать человек будет достаточно долго. Человек, рожденный 13 января, склонен к ведовству и легко будет постигать премудрости. В качестве талисмана ему подходит лазурит, хризопрас или хризолит. Ну а сны в ночь с 12 на 13 января могут открыть вам новые горизонты понимания жизни, дать подсказки, руководство к действию в будущем. Этот период наполнен уникальным энергетическим потенциалом, который поможет интерпретировать любые сновидения. Сны в эту ночь могут подсказать, с какими проблемами вы можете столкнуться в ближайшее время. Это своего рода предупреждение или пророчество, в котором важно уловить не просто сюжет сна, но и его эмоциональное содержание. Возможно, увиденные образы укажут на потенциальные сложности в отношениях на работе или в личной жизни. Используйте их как инструмент для предупреждения и предотвращения этих сложностей. Что же можно было делать 13 января по народным приметам? Сегодня обязательно на столе должны быть блюда, приготовленные из свинины. Тогда скотина будет плодовита, а семья заживет в богатстве, в мире. Ну а если приобрести сегодня обновку, то весь год будет удачный и счастливый. Желание, загаданное 13 января, во время праздничного застолья обязательно исполнится в течение года. Ну а чтобы в доме всегда водились деньги, нужно обязательно на стол поставить тарелку с зерном, перемешанным с монетами разного достоинства. Также в этот день нужно сделать самые разные добрые дела. Например, накормить нищего, отдать одежду нуждающемуся, а также оказать помощь старикам, вдовам или сиротам. Добро обязательно вернется старицей. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 13 января по народным приметам. Запрещалось 13 января начинать свой день с разговором. Говорить можно было только после умывания. Если же не следовать данному совету, то весь год проведете в пересудах и в пустой болтовне. Нельзя было скандалить и выяснять отношения на повышенных тонах, иначе поссорившиеся так никогда и не помирятся.
Запрещено в этот день считать мелочь, иначе будете весь год плакать. Васильев вечер нельзя было экономить на еде. Застолье в честь праздника должно быть богато на мясные продукты и выпечку, чтобы хватило накормить не только семью, но и соседей, знакомых, друзей, которые зашли в гости. Считается, тогда в доме на протяжении всего года будет достаток. А вот вечером по домам ходили колядовщики, которых нужно было принять достойно, чтобы они принесли семье счастье и удачу. А вот не открывать им двери было запрещено. Ряженые считается, что могут проклясть жадных хозяев, и заживут тогда они бедно и голодно, потеряв даже имеющееся добро. Также 13 января нельзя давать кому-либо в долг, поскольку тогда весь год придется в должниках ходить. Недопустимо было и Васильев вечер ставить на стол пустую кутью. Семья будет жить впроголодь. Кутя должна была быть только щедрой, с медом, с маком, с изюмом и с орехами. За праздничный стол не рекомендовалось садиться и в темной одежде, иначе в течение года еще не раз придется надевать черные одежды из-за череды печальных событий. Женщине нельзя в течение дня быть одетой в одну и ту же одежду. За день нужно поменять хотя бы 3 наряда, тогда весь год она будет красивой и привлекательной. А мужчинам в Васильев вечер нельзя ходить, не подпоясавши рубаху. По народной примете жена может изменить. Вот такой, друзья, у нас с вами день 13 января по народным приметам и по церковному календарю. Обращаем ваше внимание, что эти важные народные приметы достались нам от наших предков, поэтому используйте себе во благо. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Ставьте лайк этому видео. А прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.